Здравствуйте, дорогие мои друзья и все те, кто зашел на наш канал. Мы снова продолжаем наш канал и наше видео про музыку на данный момент. И я хочу сегодня представить очень интересный не девайс, а это даже как сердце моей музыкальной коллекции, а также рассказать о принципах работы его. Потому что вы находитесь на канале просто о сложном. Перед просмотром видео пока, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Так Google будет лучше знать, как показывать это видео большему количеству людей. Если вы это сделали уже, то мы начинаем. Итак, на нашем сегодня операционном кухонном столе вы видите проигрыватель Project The Classic EVO с Tonarm S Tonarm. Это Premium Editional, и это очень интересный девайс. Прежде всего, потому что нормально Project выпускает точно такие же EVO проигрыватели с простым Tonarm, тоже хорошим, сделанным из карбона. Здесь вы видите Tonarm в виде S, и он установлен на лимитированное количество таких проигрывателей. Не буду вам сочинять и говорить, сколько их там было выпущено. Я просто расскажу про этот проигрыватель виниловых пластинок и расскажу о принципах по-простому работы проигрывателей виниловых пластинок. Почему? Потому что вы находитесь на канале просто о сложном. Итак, этот проигрыватель Project EVO от знаменитой австрийской компании. У него есть привод. Это от двигателя электрического, который расположен вот здесь в углу, как вы видите. Он расположен, по-простому буду говорить, на резинках, на таких шасси, и расположен отдельно от этого всего диска. Диск выполнен из алюминия. Сверху вы видите тоже пробковый такой мат. Сейчас я вам расскажу все, для чего вот это вот нужно. Почему он разделен и почему много вот таких проигрывателей, вы видите, разделяют привод и двигатель. Это не прихоть. И не для того, чтобы это было красиво, как крутится вот этот резиновый пасик и вращает красиво вот этот вот диск. Это сделано для того, чтобы все в этом проигрывателе и в хороших проигрывателях сделано для того, чтобы уменьшить вибрацию. Если двигатель ваш работает, у него есть какая-то сила центробежная, он все же есть, у него есть все же микро-микро вибрации. И если он будет жестко соединен с диском, то и вибрации эти будут передаваться на диск и так далее и тому подобное. Здесь это исключено, потому что двигатель находится в отдельной развязке, вот на таком как бы демпфере. Видите, он ходит свободно там, и гасится вся его негативное вот это вот дрожание, будем говорить по-простому, если мы на этом канале находимся. Теперь следующее, вот этот пробковый мат, он намного лучше того, который шел в комплекте. Вот я его снимаю, показываю. Ничего особенного вроде бы в нем нет. Но пробка — это тоже такой материал, который будет тоже сокращать вибрацию. Чтобы в конечном итоге пластинка, которая будет лежать здесь, не будет дрожать. Теперь следующее. Вот такая вот как бы шайба, которая находится сверху, она тоже находится не для красоты, как вы подумаете. Она находится для того, чтобы с помощью этой шайбы, закручивая, прижать пластинку. Для чего это? Пластинка никуда не убежит. И я за это не боюсь. Но у пластинки тоже могут быть микро какие-то не искажения, а неровность.
И прижимая пластинку плотно к вот этому вот мату, мы точно знаем, что пластинка находится в очень ровном положении. Как производятся, кстати, пластинки? И почему некоторые из пластинок могут все же искажаться? Как их правильно хранить? И немножко о моей коллекции я вам расскажу в следующем подкасте. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить этот интересный. Также я вам расскажу в следующем подкасте, как делают пластинки. Потому что я вам сейчас покажу, извлеку красивую пластинку от последнего диска Металлики. Все это очень красиво, конечно, и все это прекрасно, но я не уверен, что многие люди знают, как эта пластинка производится. Притом она у меня лимитированной тоже версии, как видите, красная. И как такие пластинки производятся, не красные, а вообще как пластинки нарезаются, это такое есть выражение. Я уверен, что многие люди не знают, ну или не задавались вопросом. Если вам это интересно, если вы вообще интересуетесь всеми такими интересными вещами, пожалуйста, заходите на мой канал, а также оставьте какие-то свои пожелания моему каналу. Смотрите, какая она красивая в середине, я вам покажу. Оставьте свои пожелания, и я обязательно расскажу о тех вещах, от которых вы не знаете. Ну, тут же, конечно, находится одна из самых моих любимых пластинок Iron Maiden, Fear of the Dark. Очень интересный диск, очень интересная композиция. Итак, продолжим про то, на чем эти пластинки играют. А играют их на виниловом проигрывателе. Значит, мы разобрались уже, что есть двигатель. На примере вот этого проигрывателя Project EVA Premium Limited Edition двигатель находится отдельно. Его дрожание любого двигателя. Если вы не верите, вы к любому электродвигателю поднесите руку, но только не к электрическим проводам. И вы почувствуете микро такие как бы вибрации, даже если двигатель нормально расположен где-то или нормально. Вот тут, я еще раз повторяюсь, это невозможно. Вот он гасится. Пасеком передается движение. Движение диска всегда одинаковое. Или 33, или 45 оборотов. На этом проигрывателе здесь есть кнопка старт, которая также отвечает за переключение скоростей. На некоторых проигрывателях, я вам скажу больше, сбоку находится такая лампа треугольная, а на самом диске находятся нарезки. И когда вы ручкой, тогда будет ручка, регулируете четко скорость своей пластинки, нарезка это как бы стоит на месте. И тогда вы знаете, что четко ваша пластинка движется вот в этом направлении. Больше всего такие проигрыватели с такими нарезками, с такими эффектами, или это не эффектами, примочками, будем так говорить, используются на проигрывателях, которые используют диджеи. Этот проигрыватель не для диджеев, этот проигрыватель для дома, для удовольствия. Продолжим дальше. Диск тоже очень-очень тяжелый. Ну, насколько тяжелый? Килограмм. Порядка килограмма. Теперь дальше смотрим. Дальше идет эта вот трубка S-образная, которая в заумных кругах и нормальных называется тонарм. Вот она и называется тонарм. У нее, у этой модели, есть микролифт. Что такое микролифт? Вы иголку не ставите, а у нее есть сбоку рычажок, который как бы быстро бы вверх или вниз не подняли, иголка будет очень плавно опускаться на пластинку. Здесь же находится картридж. И у этой модели, чем хорошо, когда вот такой находится S-тонарм и вот такой картридж. Этот картридж легко съемный. Я не буду сейчас показывать, но вот здесь вот есть винт, который вы отдадите, и весь картридж компании Artophon отойдет. Вы можете поменять картридж.
Что такое картридж? По простонародью в картридже находится сердце тоже этого, одно из сердец, будем так говорить, этого проигрывателя. Это находится, как в простонародье говорят, иголка. Игла, которая находится в этом картридже, который как раз и касается пластинки, начинает при вращении пластинки начинает снимать микровибрации, которые находятся на самих дорожках этой пластинки. Забегая вперед, в следующий подкаст я скажу, что эта дорожка меньше зачастую, чем человеческий волос. Представляете, какая точная работа? Я уверен, вам уже интересно зайти в следующий подкаст и узнать, как же эти пластинки делают. А мы продолжаем. Вот здесь вот находится, значит, иголка, и она начинает медленно вибрировать. Вибрировать по-разному. А куда же эти вибрации деваются? Когда она начинает вибрировать, она передает в середину, как бы механические движения, передает в электромагнитные. Потому что в середине находятся магниты. Если вам интересно также, чтобы я вам рассказал более подробно о картриджах, потому что их два типа, напишите мне в личку, и я посвящу один мой выпуск только картриджам, которые касаемые проигрывателей винила. И чем они лучше, чем хуже, я расскажу все о них. Я эту вещь рассказывал. Значит, мы продолжаем. Механические колебания вот этой вот иголочки передается по извилистой канавке преобразование в электрический сигнал, и он очень-очень-очень маленький. Он такой, в общем, простой усилитель его не увидит. И чтобы оно было, чтобы вы это вообще услышали, потому что это невозможно услышать. Когда, кстати, вот это все передается, это передается по очень высококачественной меди, по очень чистой, для того, чтобы не было никакой ни малейшей задержки. Передается потом, вот вы представьте, с пластинки идет, передается через выходы, куда есть такой прибор, который называется фонокорректор. Если вам будет интересно и про фонокорректоры тоже, и про фонокорректор, который у меня есть, пишите в личку, я вам тоже расскажу. Так вот, что делает этот фонокорректор? Будем говорить по-простому. Это немножко неправильно, это как бы предусилитель после вот этого винилового проигрывателя. Что он усиляет? Он усиляет звук и усиляет одну из частот. Нам более высоко делает ее, более большей. А вот какую частоту усиляет фонокорректор и для чего она вообще занижена заранее на пластинке, вы узнаете в следующем подкасте. После того, как это все усилилось, вот после этого только звук, который уже более-менее усиленный, передается на усилитель. В моем случае это усилитель компании Hegel. Когда он передался на усилитель Hegel, он передается или на наушники, или на большие колонки. В моем случае это колонки фирмы американской Klipsch. Если вам интересно, что это за колонки, снова прошу вас написать внизу. И я обязательно расскажу про них. Хотя, может быть, про колонки, про этот усилитель я тоже расскажу в моих последующих подкастах. И когда этот усилитель выдает, вы видите звук. То есть, еще раз повторяюсь, для того, чтобы ничего не дорожало, делать, чтобы меньше дорожало. Но есть еще одна очень-очень важная вещь, которую я чуть не пропустил, кстати. Для того, чтобы это все не дорожало и все было, она находится вот на таком массиве. Видите, он такой деревянный массив. В основном это массив очень-очень не то что сложный, а очень кропотливый и сложный в исполнении. Почему? Потому что он сделал не просто вот
взяли брусок дерева и сделали. Тогда это дерево будет очень легкое. Его делают многослойным. Там вставляют пластины для того, чтобы он был бы еще тяжелее. Некоторые вообще эти проигрыватели вообще неподъемные. Это снова для того, чтобы когда вы, чтобы он, если он вибрировал, что-нибудь такое, чтобы он стоял бы очень прочно. Нормальные проигрыватели, ко всему прочему, я вам сейчас покажу, и в моем числе тоже, они находятся не просто на подставках, они находятся на таких конусах. Сейчас я вам покажу, я аккуратно его переверну, он тяжелый. Вот видите, находятся 3 ножки, вот там вот они регулируются для того, чтобы этот проигрыватель стоял ровно, просто до миллиметров стоял ровно. Во-вторых, чтобы не было какого-то вот такого вот тоже качки или что-нибудь, он стоит на 3, потому что вы знаете, на 3 ножки более четко можно отрегулировать его. И за счет тяжести его всего, я вам скажу честно, достаточно тяжелый. Посмотрите, я не буду вам сейчас врать и говорить, насколько тяжелый. Но я думаю, килограмм 10 он весит, если не больше. Вот это и есть магия виниловых пластинок. Чем она отличается от того, что мы слушаем музыку очень высококачественную? Я слушаю не сжатую музыку. И в прошлом подкасте вы видели, я показал, каким проигрывателем для высококачественной музыки я пользуюсь. Музыка очень хорошая, но мое личное мнение, когда ты покупаешь виниловую пластинку, это уже магия. Почему? Потому что ты точно знаешь, что ты хочешь ее купить. Начнем с того, что виниловая пластинка не всегда дешевое удовольствие. От 20 евро и намного выше, в зависимости от издания. И взяв пластинку в руки, у меня их достаточно в моей коллекции, вы точно знаете, что эту пластинку вы будете слушать не раз, а может просто, даже как у меня некоторые пластинки, более редкие, они стоят просто, я их послушал пару-тройку раз, и потом слушаю цифровую копию. Наслаждаясь ее конвертом, наслаждаясь эстетикой, потому что, согласитесь, цифровая копия – это цифровая копия. Здесь же вы берете сам конверт, как он оформлен, смотрите. Вы смотрите на пластинку, там работали люди, художники тоже. Вот, смотрите, допустим, Iron Maiden уже другая пластинка. Здесь находятся слова песен, если вы видите, на многих пластинках. В середине их всегда, кроме самой пластинки, находятся интересные конверты. И вот такие интересные вот эти вот бумажные наклейки на самой пластинке. Как они туда попадают, эти наклейки, и каким образом они там находятся, я тоже расскажу в следующем подкасте, когда я расскажу, как эти пластинки делают. По-настоящему не делают, а нарезают. Видите, какая красота. И в следующем подкасте я возьму для примера другие какие-то более интересные пластинки. Есть пластинки, которые прозрачные, с нанесенным прямо логотипом певца. Такие тоже у меня имеются. Черные — это обычные пластинки. Я стараюсь покупать пластинки, которые что-то из себя представляют в эстетическом плане. Я думаю, что я простым языком донес до вас принцип работы проигрывателя виниловых пластинок. Не стал углубляться в цифры, как это положено на нашем канале. Но теперь я уверен, кто просмотрел этот выпуск, могут точно сказать: да, это механические колебания, которые из механических превращаются в электролирические, потом усиляются и идут на усилители, мы видим музыку. Маленький только пропуск. А каким образом пластинка дает механические колебания на иголку и как она записывается. Увидимся с вами в следующем подкасте, а я заканчиваю. Не забудьте поставить лайк,
подписаться на канал и нажать на колокольчик. Слушайте только качественную музыку. С вами был Вадим из подкаста «Просто о сложном».